Снова здравствуйте. Давайте сегодня поговорим про такую вот скандальную темку, как сода. Смотрите, есть два таких товарища, значит, оба, понимаете ли, с научными званиями, регалиями. Ньюм и Вакин. Есть, значит, второй Симончини, итальянец, который утверждает, что сода, она помогает и так далее. Симончини приводит в пример опыты. Он показывает, вот это вот белое, это, понимаете ли, кандида. И сода кандиду убивает и так далее и тому подобное. Вот когда я смотрю на все это хозяйство, да, на демонстрацию вот этих вот вещей, вот на эти утверждения, такое ощущение, что фокусники показывают фокусы в детском садике. Да, как там это часто происходит? Берется какой-то предмет. Вот смотрите, есть предмет. Вот мы, значит, этим предметом вот так вот машем. Пока рука за ухом предмет выкидывается, показывается. Видите, нет предмета. Все. Дети, о, волшебник. Здесь происходит примерно то же самое. Смотрите, объясняю. Что такое у нас сода? Сода это щелочь, да? Сода у нас в том числе используется для обеззараживания. Она используется как абразив и используется для обеззараживания. В том числе. Если мы возьмем кандиду, вырастим ее в чашке Петри, насыпем туда соды, что будет? Ну, кандида сдохнет. Правильно? Правильно. Если мы в эту чашку Петри насыплем хлорки, кандида что сделает? Сдохнет. Если мы туда насыпем извести, желательно не гашеный, что будет с кандидой? Сдохнет. Если мы возьмем кучу разных других, значит, препаратов или веществ химических и туда нальем, насыплем, кандида сдохнет. Правильно? Правильно. Если кандида в человеке, что будет? Давайте накормим человека, значит, хлоркой, что будет? Сдохнет. Давайте человека накормим негашенной известью, что будет? Сдохнет. Правильно? Правильно. Вместе с кандидой. Здорово? Здорово. Понимаете, два больших момента отдельных. Да, кандида дохнет от щелочи. Да, она дохнет от соды. Но, блин, извините, эту соду надо в организм еще доставить. Вот он показывал, вот мы берем зонд, вот мы заводим этот зонд, значит, вот в легкие у человека, в бронхи, там, вот видите, вот это белое, это кандида. И дальше он с помощью этого зонда, значит, туда соду засыпал? Нет, жрите, говорит, ложками. Но в первую очередь сода попадет куда? В желудок. Стенки желудка у нас рассчитаны на кислоту, потому что желудок производит кислоту. Он производит кислоту соляную, это всем известно. Он производит кислоту, значит, серную. Это у нас то же самое в электролите серная кислота. И он производит кислоту азотную. Азотной, значит, меньше всего, но он ее тоже самое производит. Мощная кислота. Понимаете? Все здорово, все замечательно. Вот стенки, значит, желудка, слизистая желудка, она рассчитана либо на кислоту, либо, значит, на что-то нейтральное, ну то есть на еду. Ну нет, в природе не жрем мы щелочи. Понимаете? Зато стенки кишечника у нас рассчитаны на более-менее, значит, на нейтральную и щелочную пищу. Значит, если у нас кислая еда что-то там проваливается из желудка, там вот между желудком и 12-перстной, там сфинктер есть. Мышечное кольцо и датчик, который определяет кислотность, понимаете? Датчик посылает сигнал, значит, желчный пузырь начинает сбрасывать желчь. Желчь, понимаете ли, нейтрализует кислоту, потому что это щелочь. Все. Банально. То есть, щелочь, попавшая вам в желудок, обожжет стенки для начала. Может быть не очень сильно, но тем не менее. Б. Будет нейтрализовано кислотами в организме. Кислотами желудка. Все. Значит, польза есть? Вред есть? Есть. Небольшой, но стабильный. Понимаете? Небольшой, но стабильный вред приводит к тому, что в конечном итоге у человека начинается дисфункция желудка. Все.
Ну, если ему долбать постоянно щелочку по голове. Ну он обалдеет от этого. Там эрозии начнутся у него на стенках. Там язвы начнутся в конечном итоге. Зачем это надо? Значит, нам рассказывают, что, понимаете ли, соду-то надо не просто в сухую ложку, а надо ее залить кипятком, и она там, видите ли, разлагается. Что такое сода? Сода это у нас бикарбонат натрия. Вот. Хорошо. Когда сода разложится на составные элементы, она перестанет быть содой, ребят. Понимаете? Она перестанет быть содой. Банально. Часть разложится от кипятка. Но вы должны помнить одну простую вещь. Вот вода кипит бурно. Температура этой воды 100 градусов. Как только кипение прекратилось, температура, вот это бурление, температура воды уже 96-98 градусов. Как только ваша вода, коснулась чего-то в стакане, температура этой воды 70, максимум 70 с чем-то градусов. А когда это все там среагировало, температура воды уже около 60 градусов. Она остывает быстро. Но чем ниже температуры, тем, соответственно, она остывает дольше. Там вот такая вот кривая-то. Понимаете? То есть часть соды разрушится, а часть останется. Вот та часть, которая останется, она будет наносить вред желудку. И потом нейтрализовываться. А та часть, которая разрушится, она вам ничего не сделает. Тупо. Все. Есть, значит, люди, которые в выпечку там кладут соду. Ну, там по разным причинам, тем не менее, значит, и с содой перебарщивают. Чувствуется этот вкус соды, понимаете? Когда вот это вот кушаешь раз, два, три, четыре, ты чувствуешь, у тебя, что-то желудок все варит хуже. Но это практика, ребят. Я вам сейчас практику рассказываю, не теорию, чистую практику. Значит, когда вот эта вся шумиха с содой только начиналась, я тогда говорил, что, ребята, будет вот так. Нет, значит, это профессор, а ты тут, понимаете ли, в Ютубе никто. Хорошо, я никто. Где вот эти вот вылечившиеся товарищи от этого самого, от рака, по методу Симончини? Ну, покажите мне. Столько вопило, значит, по всему интернету народу, сообщества были сделаны. Значит, ко мне на страницу прибегали, орали там вот с такими вот глазами. Ну, хорошо, теперь покажите мне результаты. Давайте. Где эти все люди? С их положительными результатами. Где? Банально, хотя бы рак желудка вылечили? Нет. Почему нет? По одной простой причине. Значит, объясняю. Смотрите. Когда находят, вот здесь говорит рак, вот мы нашли кандиду. Что такое кандида? Кандида это плесень. Это грибок. Когда где-то что-то портится, и вы там нашли грибок, совсем не факт, что вот это испортилось из-за этого грибка. Скорее всего, наоборот. Потому что грибы, они паразиты очень такие чувствительные к куче факторов. Они чувствительны к влажности, они чувствительны, понимаете ли, к кислотно-щелочному балансу вот, субстрата, на котором произрастают. Они чувствительны к температуре, они чувствительны там до кучи параметров. Те огородники, которые пытаются у себя приживить мицелий на огороде, они прекрасно понимают, о чем я говорю. Вот ты просто так вот гриб с леса не возьмешь и у себя не посадишь. Он, скотина, очень чувствительный. Захотел — вырос, не захотел — не вырос. Очень требовательный к условиям. Понимаете? Вот с кандидой то же самое. Пока не произойдут, не создадутся определенные условия, она там не вырастет. Соответственно, пока вот это вот раковые новообразования не дойдут до определенной стадии, кандида там не проявится. Вот ведь в чем дело. Да, Симончини в этот момент попытался просто-напросто немножко поспекулировать, но ему дали по голове. Он с точки зрения, значит, тех, кто делает бизнес на онкологии, он просто-напросто попытался у них оттяпать кусок пирога. Толпа народу ломанулась к Симончини. Естественно, из этой толпы народу
обязательно найдутся те, кому поможет. Но это обязательно, это просто по статистике, понимаете? Есть у меня знакомый медик, который работал одно время в следственном изоляторе. Вот зэки, они товарищи хитрые такие, значит, да, чтобы в камере не сидеть, им хочется там в комфортных условиях, там полежать, в больничке им хочется побыть. Они приходят, начинают рассказывать, здесь болит, там болит, здесь болит. Я, говорит, где им столько таблеток найду? Раньше, говорит, ладно, при Союзе было, говорит, хорошо, я их мог кормить глюконатом кальция, выдавая все это дело за крутой там антибиотик, да. А сейчас, говорит, все, и глюконат кальция закончился. Поэтому, говорит, делается очень просто. Вон, говорит, и звездку со стены наковырял, все это дело приссанул, вот тебе таблетка. Или просто там ножичком наскреб в бумажечку завернул, вот, на, кушай, тебе поможет. И ведь помогает. И ведь реально в том числе помогает. Вот эта и звездочка со стены. Побелка. Понимаете? Вот в чем дело. Поэтому те, кто будет рассказывать про то, что метод Симончини им помог, ну, конечно, поможет. Просто вот по статистике. Все. Эффект плацебо никто не отменял. Понятно, да? Что я хотел сказать на эту тему? Значит, ну да. Да. Значит, логика там вот простая у Симончини. Значит, смотрим, лев лежит, дохлый, да, на нем, значит, гриф сидит, жрет его. А че лев сдох? Ну так, наверное, гриф его грохнул, да, и жрет теперь. Вот от этого лев-то, наверное, и сдох. Точно так же, как он находит вот это вот, значит, эти грибы, эту молочницу, значит, эту кандиду в тканях, где обнаружена, значит, онкологическая опухоль. Все. Точно так же. Та самая логика. Один в один. От того, что он итальянец, не делает его каким-то супер-пупер гениальным. Понимаете? Значит, на тему Неумывакина, ну, давайте оставим старенького дядю в покое, но когда он еще баловался с перекисью водорода, я еще тогда говорил, кто-нибудь когда-нибудь ему либо по голове настучит, либо пообещает крупно. Когда-то этот дядя добалуется с перекисью. Он добаловался. После этого он перешел на соду. Все. Это все, что вам надо знать про Неумывакина. Вот. Девочку, которая, значит, 20 лет тащила его бизнес, который он когда-то создал на своем имени и шальных деньгах, 20 лет она тащила, все это дело формировала, значит, сначала перед бандюками отбивала все это дело, а потом перед налоговой, перед государством, значит, а потом он пришел и сказал, ты здесь никто, звать тебя никак, вот, а это моя пенсия. На что девочка ему резонно возразила, уважаемый, да, ты это создал, но 20 лет. Здесь уже ничего не осталось от того, что ты когда-то сделал. Хочешь долю? Дам. Что сделал Неумывакин? Он ко всем обратился и сказал, ах, у меня пенсию отняли. Знаете, какая пенсия у него? Поинтересуйтесь. Ради интереса. Вы столько не зарабатываете, сколько у него пенсия. А он еще недоволен. Так что вот. Думайте своей головой. На Умывакиных не надейтесь, на веру ничего не принимайте, всегда проверяйте, но для этого нужны знания. Поэтому учитесь. Как говорил товарищ Ленин, жене сказал, что к любовнице сказал, что к жене сам на чердаке учиться. Все, всем пока.